Так, ну что же, друзья, здравствуйте все, с вами сегодня Турямбыч. Сейчас я свой микрофон приведу в состояние, а то у меня подупал немножко после пятницы. Знаете, дело такое, немножко. Да, ну что, я рад вас всех видеть, с вами сегодня Турямбыч. Так что... мы сегодня играем в одну очень интереснейшую игрушечку под названием Ведьмак 3. Наконец-то мы с вами продолжаем эту замечательную игру. Так, вроде бы, казалось бы, все вроде как бы у меня работает. Смотрю, тут вроде, да, вроде все норм, вроде все ок. Ого, ничего себе. А что за дропы на Ведьмака? Да ладно, серьезно, дропы? А что за дропы? Нет, никаких дропов. Так, ну что, мы с вами проходим Ведьмака. Я нашел себя в камере. Что у нас здесь происходит? Что у нас было, покуда вы все это пропустили? Значит, что у нас было? Мы с вами продолжаем проходить Кровь и вино. Прошел я несколько таких начальных уже квестиков, но пока что готовлюсь проходить основную сюжетную линейку. А главное, что я собираюсь сделать, так это отстроить свой суперистический, знаете ли, особняк. Вот, есть у меня возможность его отконструировать, и вот я хочу его все-таки создать, хотя бы что-то там построить годного, поэтому надеюсь, что это у меня сегодня получится. В общем, всем привет, друзья, здравствуйте, Кедва, Евгений Викторович, Гризли, здрасте. Так, YouTube, Twitch, напишите, пожалуйста, что-нибудь. Надеюсь, что вы меня слышите, потому что вроде как бы... Ну, надеюсь, вам и звуки слышно, и все остальное. Дропов не будет, это такой наш первый характерный дроп. Надеюсь, что дальше все будет нормально. Я, честно говоря, даже и не знаю, что здесь делать, потому что тут целая куча всего разного. Что случилось с тровыми боксами за 60 и 240 минут? Так это, подожди, надо же смотреть на кораблях, Евгений Викторович. Вот, а мы же не в корабли нынче играем, мы нынче играем в Ведьмака. Вот такие вот дела. Блин, я даже не знаю, что на самом деле сделать. Серег Питер, привет, дорогой, рад тебя видеть. Давайте, может, попробуем Винные войны пройти. А чё бы нет? Посмотрим. Нам надо набрать, короче, много денег, если говорить по-русски. Вот, а чё у меня... А, я думаю, ХП не восстанавливается. За прошлую неделю никому ничего не приходило. Но это, к сожалению, вопрос не ко мне, а к разрабам. Потому что я-то вообще и не думал, что меня затянет в эту историю. Поскольку ну, меня совершенно левым делом сюда подписало. Разрабы такие, типа, засунули меня в кучу блогеров. И, ну, я не то чтобы против. Да нет, спасибо, конечно, почему бы и нет. Но я-то вообще об этом ничего такого и не знаю. Ну, на здоровье, почему бы и нет. Чуете? Вот он, запах Тусента. Говном, что ли, пахнет? Нет, я абсолютно не в курсе этой истории, потому что я откуда мне и быть в курсе. А почему у меня так медленно ХП восстанавливается? А, может потому что я типа табался, и поэтому у меня... Так, ну мне, наверное, надо на... Куда мне вообще? Мне вообще... Ого-го, куда? Ни хрена себе. Horizon напоминает. Не, ну, Horizon это, знаешь, детский лепет по сравнению с Ведьмаком. А давайте попробуем сделать какие-нибудь задания здесь. Вот смотри, тут же есть задания. Вот мы сейчас пойдем и попробуем их сделать. Потому что мне надо собирать бабки, как вы понимаете. Так, вроде графон тащит. О, слушай, а тут зайти можно. А ну-ка. Доспехи нормальные. Постучать. Yes. Зараза, закрыто. Но местом-то я не ошибся, это точно здесь.
Здесь должен быть другой выход. О, а я случайно нашел, короче... случайно нашел другой проход. Класс. Класс, отлично. У меня кофточка осталась еще от предыдущей... От предыдущего задания. Любимый собутыльник, привет. От предыдущего дополнения, скажем так. А это что? О. По-моему, здесь... Ага. Я боюсь, что если я туда прыгну, на этом все закончится. А, не, нормально. Кикимора работница. Кладбища у них было достаточно. Спросите, кем именно она работает, эта Кикимора. Так. Так, ну что, лаги-то начались опять? Подождите, стоп. Не хочу лаги. О, а тут еще что-то. Яйца кикимор. Надо их сжечь к сучьей матери. Сжечь, сжечь, сжечь. А чем мы их сожжем? А где мой, кстати... Есть этот... Здорово, Павел Приходик. А где у меня факер? У меня же где-то должен быть факер. Вот он. Так. Как мне факер заюзать? А во. Карманы. Да не надо это. Да я сказал, не надо. Во. Хотя, может, это и не факер, может, это игни надо жечь. Да, наверное, это надо жечь игни, я так думаю, не факером. Но. Так-то получше. Да, какая-то стрёмная фиолетовая паутина. Ну, производительность у игры сильно упала в том плане, что запросы стали значительно больше. Согласен, тут, да, есть такое ощущение. Ну, что делать? Нужен хороший комп. У меня хороший. Встречаюсь с вампиром. Стараюсь, Евгений Викторович, стараюсь. Может быть банальней. Так сразу ничего в голову и не приходит. Дверь мог бы оставить открытой. Я слишком ценю свое уединение. Так что я бы очень не хотел, чтобы сюда пробрались непрошенные гости. Да, ну это не очень. Вован, стрелок, здорово. Я знал, что ты справишься. Ага. Я должен найти твоего приятеля и рассчитываю, что ты мне поможешь. Сделаю все, что в моих силах. Но дело не в том, что ты должен, а в том, что Дэд Звук хочет. как будто в кинохе. Если он не захочет, ты его не найдешь. Что закрывает любую дискуссию. Класс. Но должен же быть какой-то способ. И вас, Арен? Вампира не обнаружить чувствами. На нас не действует магия предсказаний. Даже самый точный мегаскоп ничего не даст. А вот это не поможет? Осиновый кол? Откуда она у тебя? Нашел у жертвы бестии, которую выловили из реки. Труп был расчленен, причем кистей оказалось 3. Мгм. Вот эта с перстнем мне показалась лишней. Кроме того, ею интересовалась Брукса. Здорово, Серег. Спасибо. Вампиры средней полосы, короче. Здорово, бобры. Это рука Детлофа, без сомнения. И она нам пригодится. Какой странный перстень. Не знаю, что это за металл. И эти украшения. Он родом из нашего дома. Того, где мы жили до сопряжения сфер. Подарил мне его мой старинный друг. Он был, можно сказать, Привет, Фигда. гуманистом. Он считал, что мы, вампиры, Сколько здесь боссов гости. пехоты уже И, убил? будучи В гостями, должны смысле? уважать хозяев. То есть вас. Здрасте, людей господин Вэлл. И старшие расы.
Значит, А мы, знаете ли, в не есть Ведьмака нас, играем. не Не, относиться корабли к в нам понедельник, как к скоту. Александр, привет. Именно. Поэтому я, в свою очередь, подарил его Детлофу в напоминание об этих идеях. Что ты собираешься делать с этой рукой? Слышал о теории Ковенариуса Коронавируса. о сохранении памяти в тканях? Что-то припоминаю. Я читал об этом в «Алхимии Облитера». В Каэр-Морхене Комендант, был один привет. экземпляр, страшно истрепанный. Но, насколько я помню, Ковенариус так ничего и не доказал. Доказал. Только не успел опубликовать. Но мы с ним переписывались, мы были друзьями, и я знаю, что он закончил исследование и провел первые испытания. Не стану углубляться в детали, но, коротко говоря, по произвольному фрагменту ткани можно реконструировать то, что пережило все тело. Ой, не Как говори, это Вэл. работает? Нужны Кайф. какие-то устройства? Надо приготовить микстуру, которой Ковенариус дал выразительное название «отзвук». Она вводит в транс, приближенный к наркотическому, и вызывает видения, связанные с Почему я сильными кажусь эмоциями, похудевшим? которые испытал хозяин тела. Образно говоря, тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни. Значит, есть шанс, что мы увидим, что делал Детлов, прежде чем потерял руку. Разумеется. А еще я надеюсь, что, использовав отзвук, мы узнаем, где скрывается Детлов. А ты не мог бы просто вызвать Детлофа? Вы же высшие вампиры, должен же быть способ. Если быть с тобой до конца откровенным, то способ есть. Но поверь мне, мы не хотим к нему прибегать без крайней нужды. Херово. А почему так? Есть одно существо, у которого есть право, точнее власть, призвать Детлофа в нужное место. Только вот добраться до него и говорить с ним все равно, что балансировать на тонком канате над А, озером да, с теперь текущей сижу дальше от камеры. Занятие Все весьма просто. опасное не только для меня, но и для тебя. Я на такой риск идти бы не хотел. Прошу, давай сделаем, по-моему. Будет и быстрее, и проще. Ковенариус посвятил полжизни доказательству своей теории. Надо думать, приготовить отзвук будет непросто. Верно. Кроме тканей Детлофа необходим сильный стимулятор зрительных центров. Яд, который сделает сознание восприимчивым к видениям. Есть пара подходящих ингредиентов. К сожалению, все довольно редкие. Можно взять железы Мамуна, но их ближе, чем в Изиме, не раздобудешь. Еще подойдет слюна Вихта Пятнистого, но они вымерли больше 100 лет назад. Или глаза Кобальда. Но Кобальды разумные, и я бы не хотел выкалывать им глаза. Какой он молодец. Поскольку времени на поиски у нас нет, предлагаю попросить о помощи. Так. А ручка-то бегает? У меня не хромакей, у меня же этот... ну, типа NVIDIA 3080. Она сама делает хромакей. Как нейросеть. Полетел. Что это было? Ворон. Они довольно часто встречаются на этой широте. Очень разумные птицы. Я попросил его поискать существ, которых ты перечислил. Вдруг кто-то из них найдется неподалеку. Держу пари, что стая воронов узнает об этом быстрее, чем один ведьмак. При всем уважении к твоим способностям, друг мой. У них это тоже займет какое-то время, так что, может, соблазнишься стаканчиком мандрагоры? Вампир бухает? Ну давай, пухнем. Ты же знаешь, я никогда не отказываюсь. К сожалению, это слабенькая настойка, не самогон. И хорошо. Да, Вэл Помнится, может, после может. твоего самогона люди такое говорили, что в жизни не сказали бы на трезвую голову. И о чем мне бы не хотел рассказывать Геральт из Ривии. У всех есть свои тайны. Согласен с тобой целиком и полностью. Я уверен,
Время от времени стоит делиться ими с кем-то, кому доверяешь. Столь утонченным образом ты спрашиваешь, доверяю ли я тебе. Я вообще люблю непрямые вопросы. Этакие тесты на сообразительность. Один ты только что прошел. Давай сперва ты выдашь мне какую-нибудь свою тайну. Вампиры — очень интересные создания. Тебя интересует что-то конкретное? Че бы его спросить, интересно? Ну, давай про регенерацию спросим. Мне всегда было интересно, как проходит ваша регенерация. Отрастающая рука еще понятно. Но Детлов собрал тебя из мокрого места. Это уже задача посерьезней. Это сложный и кропотливый процесс. Но возможный, чему я наилучший пример. И я слышал, что и с тобой что-то приключилось. Кажется, ты потерял память. На время. Мне помогла Трис. И мне очень повезло, что все закончилось только амнезией. Ну да. Видишь, вам, людям, в этом смысле гораздо хуже. Вас так просто лишить жизни. Мне всегда было вас жаль из-за этого. Убить вампира гораздо труднее. Если тебя уничтожит представитель другой расы, то с помощью другого высшего вампира ты можешь возродиться. Но если смерть причинит кто-то из нашего рода, то это уже навсегда. Никакого возрождения. Потому вампиры давным-давно поклялись не воевать друг с Такой другом. интересный барельеф. Новая жизнь, новое тело. Выходит, ты все начинаешь сначала? Начать все сначала — слишком широкое понятие. Ты о чем-то определенном? Возьмем твою зависимость от крови. После возрождения твой организм о ней еще помнит? Может, если ты теперь выпьешь, тебя потом не потянет на кровь? Любая зависимость лишает воли. Поэтому я не собираюсь рисковать только для того, чтобы убедиться, что у меня все еще есть проблемы с выпивкой. Ты прав. Прости, это я из любопытства. Все в порядке, Геральт. Любопытство в этом случае естественно. К тому Здорово, же я Джеггиш. всегда ценил Привет. тебе эту черту. Так. Задам тебе вопрос, на который все хотели бы знать ответ. Что происходит после смерти? Понимаю. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что человеческая вера в богов имеет какие-то основания. Но я не знаю. Вампиры слишком отличны от людей. Наша материя, то, из чего мы созданы, не нуждается в форме. Нам не нужны ни мозг, ни сердце, ни воздух. Но ты был мертв? В людском понимании смерти — да. Ты чувствовал что-то? Понимал? Так, Жегош, насчет завтра помню. Трудно объяснить. Я чувствовал некое беспокойство. Что-то, чего я не мог назвать, потому что не понимал. Только после перерождения я осознал. Это был холод и невообразимый страх. Если бы не Детлов, я бы утонул в вечности ледяного страха. Значит, тогда ты все-таки не жил. Это ошеломительный опыт, наверное. Мне просто не с чем его сравнить. Но ты же знаешь, мы воспринимаем смерть иначе, чем вы. Нам чужда ваша привязанность к жизни. Вы смертны, следовательно, про вас изначально известно, что вы умрете. Это только вопрос времени. Типути. Потому я часто думаю, зачем вы так переживаете. Давай, Жегош. Чем отличается О, смерть? Владимир Ильич, игрушка 20, пипец. 40 или, скажем, в 100 лет? Все это равно ничтожные сроки. Весь вопрос в системе координат. Тот, кто может потратить 1 миллиард крон, не поймет того, у кого их всего 20. Воистину, многое зависит от точки зрения. Это точно. Что с тобой было после оживления? Как можно догадаться, я долго приходил в себя. Собственно, я до сих пор окончательно не восстановился. Марк Но Кнопфлер. первый год я ни Что это? стоять, ни ходить сам не мог. Детлов терпеливо переносил мою слабость. Если бы не он, меня бы здесь не было.
а регенерация проходила бы куда медленнее. Когда я уже передвигался на собственных ногах, то отправился в Бругге, в свой дом в Диллингене. Я вел спокойную жизнь медика, пользуясь всеобщим уважением и являя пример полной противоположности обычным представлениям о вампирах. В Бруге? Тебя потянуло на сантименты? Разве что самую малость. А ты? Что было с тобой? Ты нашел Цири? Тогда да. Но вскоре после этого она ушла. А через несколько лет вернулась. И мы вместе разбили дикую охоту. Было такое. О, вижу, за время моего отсутствия и правда много произошло. Да, но об этом давай поговорим как-нибудь после. Я хотел еще поспрашивать о тебе. Ну хорошо, можешь задать мне один вопрос. Что ты хочешь знать? Всего один вопрос такому невероятному человеку, как ты, Геральт. Это жестоко. Но я попробую. Если бы ты умер и регенерировал, как я, в своей новой жизни ты тоже стал бы ведьмаком? Наверное, это нет. интересует тебя больше всего? Хотел бы я быть ведьмаком? Меня интересует многое, но у нас мало времени. Ответь мне, пожалуйста. Я стал ведьмаком не по своей воле. Если бы я мог выбирать, я бы нашел себе другое занятие. Чтобы не приходилось рисковать жизнью каждую минуту. Ну и за которые меня, может быть, даже уважали. Спасибо, что был со мной искренним. Искренность — черта отважных и привилегия немногих. Не видать твоего приятеля. Ты уверен, что он понял все правильно? Абсолютно. Подождем еще минуту. Наверняка он вот-вот вернется. Так, ну что ж. Немного позже. Вырубила, что ли? А ты чуткий даже во сне. Почти как вампир. Ты уверен, что во время испытания травами вам не пересаживают несколько наших генов? Мне об этом ничего не известно. Есть новости? Ты был прав. В окрестностях нет ни кобальдов, ни мамунов. Я говорил. Позволь мне закончить. Оказывается, есть один вихт пятнистый. Он живет в заброшенном имении в лесах Караберты. Быть этого не может. Ведьмаки перебили их всех до одного еще до моего рождения. Тогда советую припомнить все, что ты знаешь относительно вихтов пятнистых. Этот же как-то выжил, несмотря на все старания твоих собратьев по цеху. Кажется, я знаю, что это за дом. С ним было связано какое-то предание. Местные считают, что он проклят. Может, потому Вихт и выжил, его просто никто не беспокоил. Хороший вариант. Еще что-нибудь знаешь об этом проклятии? Не припомню ничего особенного. Я не придаю значения таким вещам. Была какая-то история, что-то вроде анекдота. Надо бы вспомнить этот твой анекдот. Вдруг там что-то важное. Кажется, там было что-то про голод. Хотя нет, может, про жадность. И кого-то за что-то наказали. Словом, обычное проклятие, как по учебнику. Прости, Геральт. Я стараюсь не захламлять ум ненужными деталями неинтересных историй. Что такое? У нас есть представитель давно вымершего вида и некое проклятие. Это совпадение? Или между ними есть Совпадение? связь? Не думаю. Профессиональный интерес. Лично я ничего Здрасте, не имею Блэкрот. против того, чтобы Привет. ты занялся этой загадкой, но прошу тебя, помни, нам просто нужна слюна. слюна Вихта. Вихты редко живут в лесах. В брошенных людских жилищах и того реже. Скорее уж на пустырях или на старых кладбищах. К
К чему ты клонишь? Я вот думаю, может, ни хера это не Вихт, и твой помощник ошибся? Сомневаюсь. Вороны исключительно умные создания. Они чрезвычайно наблюдательны. И что он там наблюдал? Вокруг имения полно ложек. Ну, Чего? Ложек? Не надо так на меня смотреть. Не я там был. Может, все вихты пятнистые от природы любят ложки. Или это как-то связано с проклятием. Давай так, начинай готовить микстуру, а я раздобуду слюну Вихта. Он использует ее в своих отварах. Надеешься, он продаст тебе немного слюны? В крайнем случае принесу тебе его слюнные железы. Они тоже подойдут. Я на минуту вообразил, как ты убеждаешь Вихта наплевать тебе в пузырек. Очень забавная картина. Впрочем, слюнных желез и правда будет достаточно. Ну, до встречи. До свидания. Я начну штудировать книги. Книги? Я думал, ты займешься микстурой. Нам нужен еще один компонент, но добыть его будет довольно хлопотно. Поэтому я надеюсь отыскать ему подходящую замену. Ясно. Удачи. И тебе... Бездельник, короче. Блин, я пошел деньги фармить. Алло. Почему они так ухудшили восстановление ПП, интересно? Он теперь вообще еле-еле восстанавливается. Пипец. Так, ну ладно, Вихт пятнистый. Отыскать логово Вихта. Ё-мазай, куда ехать? Ладно, давай все-таки проедем через эту самую, через деревню. Что мы знаем про Вихта? А ну-ка. Ох ты, денежки, ничего себе. А где текст? Долго думаю, вспомнил. Такой момент. Скатаешь потом, когда я явлюсь в корабле, Бисмарк в церковном камуфляжике на тяжелых ББшках. А, кстати, видел «Кот в сапогах 2»? Я посмотрел, мне очень зашло, могу посоветовать на досуге. Спасибо большое, Алекс Финстер. Я даже собираюсь скачать его сегодня, потому что мне тоже его очень порекламировали. Единственное, не найду ссылки, чтобы его выкачать. Придется, короче, поискать ссылочку. Но говорят, да, классная штука. Бисмарка катнул, кота в сапогах посмотрю. Спасибо, дорогой. Сделаем. Так, а кого я ищу? Вихта. Кто такой Вихт? Я даже не знаю, кто такой Вихт. Вихт. Ведьмы. Доплеры. Ключник. Вихт. О. Говорят, покойники любят тишину. Не знаю насчет покойников, а Вихты ее точно любят. Генрих фон Грот. Хотя Вихты не похожи на дружелюбных созданий, к ним не следует относиться враждебно. Будучи предоставлены сами себе, Вихты не представляют никакой опасности. Их интересует не драка, а котлы, в которых они мешают свое варево. Этот Вихт обитает большей частью на старых кладбищах, но видели их и в окрестностях новых погребений и массовых захоронений. На зиму Вихты впадают в спячку, напоминающую человеческий сон. Живут только поодиночке, практически никогда не ходят группами. Но если Вихт видит угрозу своей территории, а для этого достаточно просто сделать шаг на его территорию, он превращается в грозного врага и призывает на помощь других чудовищ. Вот это да. Так, масло против трупоедов и аксий. Понял. Короче, какая-то нежить. Не нежить, так и нежить. Погнали. Ну давай уже. Господя. Давай. Шевелись, плотва.
Сейчас мы там отметимся. Глядишь, какой квестик возьмем, может быть. Но. Деревуха. Идите своей дорогой. Иду. Так, где у вас доска? Угу. Отметка неизвестное место. А есть у вас телепортейшн? Нету? Как вы живете без телепорта-то? Да, Эй, правда, что где-то в здешних лесах есть альфские руины? Сам-то я не видел. где-то в здешних лесах есть эльфские руины. Я поставщик двора ее княжеской милости. Да что ты? Охренеть! Какие новости? Только у меня при покупке панциря помощь. А? В чем дело? Покажи, чем торгуешь. Да. Так, мне бы надо продать всякую херню, наверное. Да? Да. Всякую херню продать. У него уже и денег нету, да? Ох, какая симпатичная бронюшка. Ладно, давайте починимся. Может, еще что продадим? Ну, хотя бронику мечи продавать такое себе. Так, в итоге у вас телепортатора тут нету, да, я так понимаю? Как вы без телепорта живете в этой деревне? А, нет, все нормально, есть. Хотя мне это все равно, потому что мне нужно вон туда. Ох, пипец. Ну ладно. Тогда давайте проедем вот здесь, посмотрим, что это за домик такой. Не просто какой-то домик, наверное. Мне вот идея графа Манье нравится. Глупость. А! Кому нужна новая Думаю, мать? сдохну сейчас. Квинт — древняя игра. И в этом его сила. И цель. Все старое умирает. Так, ну. Ты что, в этом дополнении особые глюки, что ли, плотва? Допустим, ты прав. Какие-то прям тут прибухнуло, походу, пока ездила. Пец. Однажды скромный бар. Да, это я. Не ждали? Так, тут какой-то домик. Здорово, World of Tanks. Ты на евро перешел? Красавчик. Поздравляю. Как там дела на евре? На еврах. Но! Интересно, а что тут? Ворота заперты изнутри, но их пытались выломать. Они едва держатся на петлях. Блин, интересно, что там внутри, да? Так, подождите. Закрыто. Так. Давай, ты что тут, залезть не сможешь? Тут какие-то вялые ворота. А, видимо, нельзя туда пока попасть. Я так понимаю. Может быть, еще какое-то объяснение этому? Нет, наверное, пока нельзя туда попасть. Так-то ворота легкие, в принципе. Да. Ой. Это была странная бабочка. Видите? Я тоже, знаешь, на евро перешел. Только не в игре. Так, ну ладно, поехали за Вихтом. Что там за проклятие с ложками? Удалился танк, который можешь остановить, расстрелять и хотел. Ого, ни хрена себе, вот это да. Алка-шашлык на 2 ведьмака можно. Это как тебе угодно. Ведьмак хорошо.
Шашлык тоже неплохо, но и ведьмак здорово. Я не против. Давай заменим. Это даже лучше. Странно, по-моему, было больше, чем 2. Ну ладно. Еще парочка. Ну давай. Да, договорились, бро. Здрасте, господин Эльбрикс. Тут у нас ведьмак немножко. Чуть-чуть. Блин, а что они все орут, то я не пойму. Баргисты. Всегда дурной знак. Какая-то собака. От нее труп остается. Хера себе. Собака. Очень стрёмная собака. Так, ладно. Скажи, что умеешь. Так, ладно, туда мы не пойдем. Пойдем сюда. Странно. Кажется, ложки выстукивают Ложки. какое-то сообщение. Реально ложки. Как если бы хотели мне что-то сказать. Ну, Эльбрикс, да. Это почти World of Warships. Только нет. Ладно, там все в это ВК никто не ходит. Чего вы подписываете? Так. Опять ложки. Да что за ложки? Что за хрень? Здорово, Андрей Харламов. Что это за Не хер? сядет никто с тобой за стол. Нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Проклятие, судя по всему. Вот это да. Похоже, кто-то на этом помешался. Редис упоминал, что здесь может быть какое-то проклятие. Надо бы осмотреться. Народу на Европе меньше. На танках? А, ну да. Да, Эльбрикс, все точно. Хлев. Придется все тут перетрясти и набрать хоть немного слюны Вихта. Нет ложки, которая тебя накормит. Тот, кто здесь живет, понял это дословно и, кажется, ищет подходящую ложку. Вихт просто помешался на ложках. Настоящий коллекционер. Почему он на минималках? Нормальный графон. Ну, средненький. Скелеты. Люди вряд ли пришли сюда по собственной воле. Когда Может, всё это стримишь, связано с тут немножко, проклятием? конечно, я поменьше Не сделал. сядет никто с тобой за стол. Не топовый. Похоже на правду. Так, опять ложка. Обычная ложка. Старая. Ну да, там же много кто переехал, но вы же, типа, не можете сядет играть никто на с тобой других. за стол, нет ложки, которая тебя накормит, и когда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Пока не объединят сервера с Европой, там как бы... Следов от зубов или когтей нет. Похоже, удушен. Красота. Свернута шея, голова проломлена сбоку. Перед смертью его ударили по голове чем-то тяжелым. Правая рука отгрызена, выбиты все зубы. Перед смертью его пытались кормить насильно. Кормить насильно. Так. Ладно. 5 ложки. Еще ложка.
На деревянной ложке кто-то нацарапал женское имя. Романтично. Так, ладно, пошли дальше. Похоже, еще ложка. Ложка-ключ. Мастерски сделано. И ленточка с описанием. Настоящий коллекционер этот Вихт. Настоящим удостоверяется, что предмет аукциона — старинная ложка-ключ, изготовленная в мастерской Кристоферсон и сыновья в 1210 году, принадлежит Смигалу Серксу, владельцу фазанерии. Ложка как ложка, ничего необычного. Так, ладно. А тут, походу, подвальчик. В подвальчиках всегда есть что-нибудь интересное. Выглядит и правда как логово Вихта. Довольно странное, но все-таки. Где-то здесь должен быть его котел. Вихт просто помешался на ложках. Если показать, как волк ловит яйца. Где? Так, а тут что? Вот и котел, который мне так нужен. Вихт не слишком чистоплотен. Стол накрыт. Вихт, который тут живет, кажется, готовит пир. Похоже, над здешним Вихтом действительно висит проклятие, и он пытается его снять. К сожалению, котел пуст, а Регису нужен отвар. Значит, не будет ему отвара. Остается только затаиться и подождать слённых желез. И их хозяина. Нужно найти место, откуда будет... Мы тоже жильнаки приздаем там в аренду дом и арендуют разрывы танков. Класс. Почем сдаете, если не секрет? А то, может быть, мы таки у своих пересдадим, перевозьмем. Если у вас недорого. Блин, надо бы, конечно, костюмчик поменять по-хорошему. Ну ладно. Обычная ложка, старая. Так, хорошо. Открыть бестиарий. Ну, я уже читал про бестиарий. Спрятаться в таком месте, откуда хорошо будет виден котел. Шкаф. Так. Прячемся в шкафу. Ждем-с. Нужно воду им отключить. Что-то он там готовит. Поварешечки промешали. Что он там такой готовит? Попробуем снять проклятие. Я не причиню зла. Хочу помочь. Я видел слова проклятия на стене. Я мог бы его снять. Тю-дю-дю. Это надо будет съесть? Ты притаскивал людей, чтобы они сели с тобой за стол, так? Я составлю тебе компанию. По своей воле.
Так, Это так. для Рикса. Теперь займемся тобой. Так. Давай подумаем. Только бы ничего не перепутать. В проклятии сказано. Не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Блин. Поменяемся ложь. Будем есть без ложек? Ну что, будем без ложек, наверное, есть, да? Если нет ложки, которая его накормит, значит, нам не нужны ложки. У меня нет каких-то супер ложек. Давай будем есть без ложек. Давай-ка без ложек. Не, так не пойдет. Ты искал ложку, которая тебя накормит. Но у нас ее нет. Значит, придется есть без ложек. Так. А. Открой глаза, взгляни на свое отражение. Ну что? Угадали мы или не угадали? Куда-то он убежал. Ох ты ж, как его раскорячило-то. Кажется, подействовало. Это так, как я ожидал. Посмотрим, что там с Вихтом. Смердел он так, что найти его будет нетрудно. Так. И где он? Бежал. Угадали ли мы или не угадали? Даже прямо интересно. Так. Ну, а это что? Какая-то штучка. О, книжечка. Спачканный дневник. А, блин, надо было почитать. Короче. Так, а ну что тут с ложками? Блин, ни хрена непонятно, короче, что там. Бедная девушка. Она описала, как медленно превращается в чудовище. Впечатляет. Короче, есть подозрение, что мы все-таки что-то накосячили. Ну, может быть и нет. Надо было с собой уголек взять, да? Угу. Порцию для себя надо было, да, приберечь, типа. Регису надо было пожрать взять. Может, ему понравилось бы. Он там вряд ли бы так посинел. Так. Мадам. Тихо, тихо, спокойно, я не причиню тебе вреда. О, Дай мне еды. о. Как ее раскорячило-то. Бедняга. Я заберу тебя в безопасное место. В Корвобьянка? Ну, домой, что ли, пронесет? Она там работать идет, что ли, будет в Корвобьянка? И я взял ее на руки и принес сюда. Для нее это единственное подходящее место. Отлично. И правильно сделали.
Здесь она быстро придет в себя. Не извольте беспокоиться, я обо всем позабочусь. Здесь она в безопасности и скоро встанет на ноги. Прикольно. Ухаживать за ней будет непросто. Когда я ее нашел, она ничего не ела уже лет 100. Ужасно. Что же с ней произошло? По пути она рассказала мне свою историю. Ее зовут Марлена. Некогда она была красавицей и гордой наследницей поместья Трастамара. Однажды вечером она устроила прием для друзей, а какой-то попрошайка пришел к воротам с миской и ложкой. Уселся у забора и стал ждать. Я слышал об этой традиции. Древний закон гостеприимства велит накормить и напоить такого гостя, чтобы он не ушел голодным. Нарушение оного обычая могло повлечь несчастье. Марлена в грош не ставила старые обычаи. Она прогнала попрошайку и сказала, что скорее бросит объедки со стола Ошибка. собакам, чем отдаст ему. Нищий сломал ложку и произнес проклятие. Потом он сказал, что ты, красавица, больше никогда не захочешь взглянуть на себя в зеркало. Она обожала пиры. Он пообещал, что больше никто не сядет с ней за один стол. А за то, что она отказала ему даже в объедках, он предрек, что во всем мире она не сможет найти такой ложки, которая утолит ее голод. Суровая кара. Как я понимаю, снять такое проклятие было непросто. Проклятия очень коварные, порой парадоксальные. Главное понять, в чем хитрость. Марлена многие годы искала способ снять проклятие. Обратившись в Вихта, она стала воровать ложки, заманивать людей в дом, чтобы они сели с ней за один стол. Но все без толку. А что сработало? Надо было по собственной воле сесть с ней за стол, принять пищу, не пользуясь ложкой, и сделать так, чтобы она захотела взглянуть на свое отражение. Как? Только и всего? В смысле До только и самых всего? простых решений порой труднее всего додуматься. Мы тут Если мозг ты вихт, сломали. тебе безумно трудно найти человека, который согласится сесть с тобой за один стол. Это верно. Но главное, что все уже позади. Не, Прошу ну вас видишь, не нам беспокоиться. повезло. Здесь Мозг. о ней хорошо позаботятся. Мозг сработал. Не Мне заняться ли здесь и нам правда ремонтом? начинает нравиться. Продолжим наш ремонт? Как ты думаешь, Базиль? Как пожелает ваша милость. Хотите осмотреть дом или подворье? Я Так, вот тут думал немного подкрасить. Может, обновить стены снаружи? Если позволите дать вам совет, почему бы не заняться общим ремонтом? Я руководил такого рода работами в летней резиденции адмирала Ромпали. Результат был ошеломляющим. Мало того, что резиденция совершенно преобразилась, так, ладно, это мы смотрели. 5 штук. Да ну ёпта, откуда у меня Я столько должен денег? это- понимаю. А почем подворье? Верстак бронника. При моем ремесле Разумеется. Оселок для заточки камня. Ладно, это мы... сейчас не лучше. Как пожелает вас. Надо нам 5 штук накопить где-то. Где вообще Давай денег? вернемся Давайте к этому какой-нибудь разговору заказ, позже. что ли, Я выполним. вспомнил, меня ждут срочные дела. Разумеется. Я ежеминутно к вашим услугам. Так, сколько у меня бабок? Давайте отсюда начнем. 2,5 штуки. Ну, если продать кучу всяких этих мечей сомнительных, то, возможно, все будет не так уж и плохо. Мне бы еще костюмчик бы поменять чуть-чуть. Ладно. А что у нас в чемодане? А, у меня еще куча всего. Да-да-да, Хаус Флиппер с Геральдом. Ну, а то. Вот можно картину повесить. Оп. Хоп. Можно поспать. Правда, смысл спать одному неинтересно. О, смотри. Ох, тут библиотека. Ни хрена себе. Тут вообще прям нормально так все. Так. Подождите, я что-то могу еще до хера всего сюда добавить. Так. Вон у меня целая куча всего тут. Здесь литературы тут учитаться. И книг еще пачка. Так, ладно. Что мне тут еще можно поставить? Это выход, а это какие-то шкафчики.
Нет, трофей мы не можем поставить. Тут не можем, тут не можем. Да, блин. А я надеялся. Картин нет. Так, это кот, это кот. Это надо продать, это кот и это кот. Ладно, пошли. Возвращаемся к Регису, пожалуй. Такие у нас странствующие герои, что ведьмака надо... Где бы денег добыть? Ладно, давайте сдадим это Регису задание, попробуем где-нибудь бабла добыть. Что без денег как-то уныленько. За отвар нам явно денег не дадут. Правильно, я думаю? Блин, ну ты забрался. Сумеречный бор. Так. Короткую дорогу-то сделали? Это радует. Господи, ну у тебя и домик, я тебе скажу. Так, где он тут? Здрасте, Димон Арбутович. Ну, я же корабли-то играю в основном для вас. А во всякие другие игры играю в основном для себя. Потому что, как понимаешь, корабли за 8 лет уже немножко... бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострилось чувство юмора. Мы не каннибалы, Геральт. Я взял с руки немного тканей. Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзвука. А остальное где? Я сжег все, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашел последний ингредиент. Посылаешь за мной шпионов? Стражей. Если бы что-то пошло не так, я бы быстро пришел к тебе на помощь. Спасибо за заботу, но я и сам справился. Долго еще готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент. Что там с ним? Видишь ли, с ним есть одна сложность. Приготовление микстуры требует крови. Причем доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регис? Дело в том, что все не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но опасаюсь, что таковых нет. Не понял. Что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь в состоянии возбуждения. О, Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. возбужденный Вместе вампир. с телом у нас меняется и химический состав крови. Это интересно. Короче говоря, мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения. А еще, короче, безумия. И это будет очень опасно. Опасно? Почему? Даже в другом теле это будешь ты. Но я буду в состоянии свирепой ярости. И ты лучше меня знаешь, что ярость нельзя контролировать. Если ты хоть раз видел обезумевшего вампира, то знаешь, в опасности будут все, кто окажется поблизости. И что будем делать? Я бы не хотел, чтобы ты кинулся на меня с когтями. Я бы тоже не хотел. Но не бойся, я все хорошо обдумал. Скоро расскажу обо всем подробнее. Ладно, так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров. Тесхам мутно. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну, а ты тем временем приманишь чудовищ. Накормить виагрой. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довел меня до безумия. А что это такое? Тесхам мутно. Место казни. Давно, когда мы были здесь еще относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагмар. И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас.
Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выследить. Они все равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне это сравнение, комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Тесха-Мутна возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дольвенита и метеоритной стали. Хагмара схватили и заперли в клетке. Он сидел там больше 200 лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной персоны клетка тоже выдержит. А где этот Хагмар-то, интересно? Медлить не стоит. Веди в этот твой Тесха-Мутна. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в 100 раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя, успокойся. У меня не было выбора. Так что жребий брошен. Отправляемся в Тесха-Мутна, а то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. А ты начинаешь меня пугать. Так. Мы на месте. Священный зал для пыток и казни находится под землей. Ты точно знаешь, что делаешь? Могу только надеяться. Прошу тебя, пойдем. Чем дольше мы медлим, тем труднее мне сдерживаться. Я бы не хотел причинить тебе зла. А ты не мог это попозже эту херню выпить? Веди. Веди. Упс. Неудачный труп по дороге. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое? 41. О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Какой? 42. 43. Ты за... Старинный способ защиты от непрошенных гостей. Дверь открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампира. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, Туссент был для вампиров важным местом. И остается им. Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в этот. Эти земли мы увидели первыми. И тут литература. Разведение людей и уход за ними. Хорошо. Ого. Так. О, вот это уже интересно, кстати. Новый костюмчик. И новая сабелька. Ну, я бы сказал, что этот, наверное, даже получше будет. Сапоги только не очень. Нет сапогов получше, интересно. Разведение людей? Это серьезно? Автор провел много лет, наблюдая за поведением людей, которых он разводил. С точки зрения морали, сочинение сомнительное, зато весьма подробное.
Это плохое место, здесь в воздухе смерть. Очень многие простили здесь жизнью. Любопытненько. Эти глифы, высеченные в скале, когда-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Это символы, вы бы сказали, племен, которые разошлись по миру после сопряжения скот. Мои предки начертали... Люди в здесь, клеточной чтобы они батарее и напоминали, на свободном откуда мы выгуле. происходим. Вижу, вы собрали тут особую библиотеку. Да, хотя я в этом участие не принимал. О, смотри, да тут прям еще целая бронька и сапожки вот. А можно и масочку надеть. Прикольно. Штаны из Тесна Мутха. Так, подожди, я надел 4 из 6. Так, а где маска? Маска, наверное, где-то у меня здесь. Не, ну была же маска, правильно? Вот она. 5 из 6. Подождите, а почему? Ну, меч 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Что? Ну ладно. Камеры? Кого тут держали? Это крайне мрачная страница истории моего народа. Я бы предпочел не призывать темного прошлого. А это что? Что это за племя? Харасха. Это мое племя. Мое и Детлофа. Мы остались здесь. Что это за глиф? Это Амурун. Они отправились за море. Уже остальные тоже посмотреть, кстати. Что означает этот символ? Это Тедет. Те, что направились на восток за Синие горы. А это что? Что это за племя? Харасха. Это мое племя. Мое и Детлофа. Мы остались здесь. Так, ладно, это мы посмотрели. Что означает этот символ? Это Тедет. Те, что направились на восток за Синие горы. Что это за глиф? Это Ну ладно, Амурун. это одни и те же, короче. Они отправились за море. Короче, так себе местечко, я понял. Масочка, да, отличная. Подойдет для всяких сомнительных игр. А вот перчаточек не хватало мне. Для набора. Так. Да, теперь у меня полный набор. И что теперь? Убийство противника восстанавливает очки жизни на число равное проценту максимального уровня очков здоровья за каждый элемент комплекта. Ха. Это интересно. Короче, вампирские доспехи. Класс. Сохранимся. А вот, походу, и клеточка. Милое местечко. Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира. Ах, да. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они Да решили, нет, что тут бонуса лучше за full короля, комплект нет, тут мучить по его проценту запахом за крови, каждую вещь. которую он не сможет попробовать. Мазерфауст, это, Поэтому да, здесь обновление, держали также типа людей, которым последнее пускали DLC. кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости, а люди умирали от потери крови. К ним относились как к вещам. Я хотел бы возразить, повернуть время вспять, но это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Приступим к делу. Да, правда. Я приготовил приманку, будь любезен. Разложи ее, пожалуйста.
Лучше всего у входа в туннели. Тогда запах разнесется повсюду. Так, Разложи приманку у входа в туннели, чтобы чудовища быстрее почуяли запах. У меня волосы встают дыбом, как подумаю, откуда здесь эти туннели. Это естественный ход событий. Запах смерти привлекал трупоедов. а это что? Тут завалено, походу. Или закрыто. Так, странно. А куда же мне это сюда положить? Ну ладно. Так. Три. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Новиграде. Ну все. Сказать Регису, когда вы будете готовы к бою. А готов я к бою? Ну, наверное, готов. А она выдержит? Что-то она не выглядит особенно крепкой. Агмар сидел в ней больше 200 лет, как я говорил. Внешность обманчива. Ну давай, погнали. Приманки готовы. Я войду в клетку. Ты меня прикуешь. Сплав, из которого сделаны прутья, не даст мне обратиться в туман. А ты что, захочешь сбежать? Я буду хотеть одного. Остановить боль. И я за себя не ручаюсь. Давай, быстрей! Чудовище почти здесь. А у меня уже кружится голова. Открою? Да! Кто не знает, как вампир алчит крови, не представляет, что такое жажда. Так. Ну, посмотрим. Наверное, надо маслица против трупоедов намазать. Может, договорим? Я так думаю. У меня, правда, не самое такое масляное масло, но... Так, масло против трупоедов. Про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не вмоготу. Ну и что ты тогда сделаешь? Не знаю, успокою тебя как-нибудь. Ты не сможешь. Ты лучше сам успокойся. И давай просто. О, Регис почуял кровь. О, такой-то злобный дядь. Мне все хуже. Но я справлюсь. Хорошо, я заслышу следующий. Ого. Давай это надо оставить. Тут не особо не действует. Застыгни. Блин, а почему меня убили-то? Это нечестно. Ладно, давайте еще разок. Мы его почти жахнули. 3. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь.
Так, Мясо воняет. еще разок намажемся. Где он тут, трупоеды? Что запах должно быть в Новиграде, слышал. Приманки готовы. Давай, поехали. Может, договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не вмоготу. Ну и что ты тогда сделаешь? Не знаю, успокою тебя как-нибудь. Ты не сможешь. Ты лучше сам успокойся. Ага, Регис почует кровь. Угу. Подождите. Давай уже юзайся. Я ее Блин, нихера себе его. А почему меня же должно воскрешать-то? Почему меня не воскрешает, интересно? Что за хрень? Меня же должно воскрешать и должно ХП восстанавливаться от этих товарищей. 3. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь. Так, давай еще раз намажем. Странно. Ну что мы еще можем тут выпить интересного? Нет. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Еда. Можно, кстати же... А, можно умение персонажа какие-нибудь еще проапгрейдить. Но у меня тут, по-моему, максимум стоит везде. Река гнева. Вроде бы да. Нет, все нормально. Да тут хилочки ласточка есть. Так-то. Давай посмотрим. Может, мне ее чуть-чуть... Хотя, с другой стороны, не особо ничего и не сделаешь. Большой синий мутаген. Синий мутаген. О, сколько я синих мутагенов могу намутагенить. Улучшенный сон дракона. Прикольно. Здорово, Нак, привет. Замораживает противников. Наверное, мне не особо надо. У меня тут маслов нет улучшенных. Так-то оно мне не особо здесь поможет. А это что? Увеличивает мощь знаков. Тоже мне особо не нужен. Жги, отскакивай, когда убиваешь. Ну да, наверное, сжечь можно попробовать. Что у меня там есть из пожрать еще хорошего? Перец. А вот, кстати, вариант. Вот это, кстати, вариант. Хотя, с другой стороны, это же обычная еда получается. 12 здоровья до каждого убитого. Да, это же обычная штука. Что мы еще можем здесь сожрать? Ну, красная краска для доспехов. Прикольно. Только из ведьмачьего снаряжения. Понятно, нам это не надо. На какой сложности? На, по-моему, сюжеты драки, что-то такое. Ну, не на самый мощный, на средненькой. А что мы еще можем взять? Шанс критического удара. Иммунитет к плесени попса мне не особо нужен. Сопротивление ударам тоже не особо нужно. Вот, можно вот это, кстати, заюзать. Почему бы нет? — 1700 секунд, 6 минут, что ли?
Я слышал. 2 раза призрака. О. Что мы еще можем заюзать полезного? Так, увеличивает урон при максимальном здоровье. Ну, максимальное здоровье у нас. Каждый урон наносит. Ага. Лошади не паникуют. Нет, это нам не пойдет. Действие, снижающее энергию, восстанавливает здоровье. Может, вот это попробовать взять. Давайте попробуем. Обязательно, Айдар, обязательно. Первым делом. Давай попробуем отвар ехидны выпить. Так. Погнали. Приманки готовы. Может, договоримся про какой-нибудь знак? Взрывается, ну, на наносит случай, урон. если тебе Ага, станет понял. совсем не вмоготу. Ну и что ты тогда сделаешь? Нет, спасибо. Ты лучше сам успокойся. Я понял, я туплю на самом деле. Регис почил кровь. Да, они же точно, они же взрываются. Спасибо. Главный прикол. Блядь. Хорошо, то я уже слышу следующий. А тут прикол в том, что я же никого не убиваю. Получается, они же сами взрываются. Я бы эту дрянь бы не стал есть, честно говоря. А это и Тима, походу. Все-таки я их... Держись, Бля, я не тебя могу сейчас ласточку отпущу. сожрать. А, все, нормально. Ой, нет, ненормально. Ой, ненормально, ненормально. А, нет, нормально. Это и Тима было. Да, шашлычки своеобразные, согласен. Потерпи еще немножко. Через пару часов кровь засохнет и... Я так понимаю, что он сейчас пойдет медитировать, да? И у него все нормально, короче. А, все хорошо. Пойдем-ка отсюда. Здорово, Архиварец, привет. Что с микстурой? Я все приготовлю. Ты только скажи, что делать. Так, шикарненько. Не, ну прикинь, он медитирует с таким вампиром рядом. Хера сегодня нервы. Еще немного времени, и я приду в себя. Ну да, мне уже лучше. Ты не говорил, что все будет вот так? Давай не будем об этом. Нет. Если бы я знал, что ты собираешься подвергнуть себя таким пыткам, Так что бы ты сделал? нашел бы Детлофа другим способом. Я не хотел никакого другого способа. Ты не подумал об этом? Нет.
Мне казалось, ни одно создание не согласится по своей воле испытать такую боль. В этом смысле вампиры от людей не слишком отличаются. Я говорил, этой болью я отдаю долг, великий долг Детлофу. Если бы мне пришлось пройти через это еще раз, я бы не колебался. Я приготовил отзвук. Привет, Руслан. Все точно по рецепту. Ничего не перепутал, пропорции верны, время приготовления тоже. Это важно, Геральт. Малейшая ошибка даже ведьмаку может дорого обойтись. Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть. Ну хорошо. В таком случае начнем. Жук, это этот самый Ведьмак 3. Блин, можешь масочку снять, а то как-то стремновато с ней смотрюсь. Пожертвуем 1% регенерации. А как он будет пить через закрытую маску, интересно? Здорово, Конст. Привет. Простите, я только на минуточку. Вы встряли в очередь. Но, милостивый граф, у меня заседание сейчас. Сэр, Совет. вы были первым. Пожалуйста, присядьте. Этот господин был первым. Шевелись, а то пожалеешь. Это знакомый вашего сиятельства. Хм. И тут я велю ему сойти и уступить место. Он стоял как дурак. Ты бы его только видел. Дали мы ему прикурить. Так, ну А допустим. мать решила купить эту мельницу. Забавно, а? Какой-то он... Чё? Но, по Ну, я крайней тебе мере, честно теперь есть что Я тебе рассказывать пройду, потом друзьям. посмотрю. Извини. А что? Не, это синглплеер. Это проходилка. Ну какой он? Суровый мужик. Он себе руку отцапал. Угу. Это не маман, это ребенок. О, ты проснулся. Ты брыкался, как зверь, пойманный в селки. Я уже начал бояться, что тебе конец. Было не слишком приятно. Но, в общем-то, все удалось. Что ты видел? Делакруа. Убить его было нелегко. Похоже, Детлов с ним сдружился. И все-таки убил его. А тело расчленил. Потом он впал в ярость. В раскаянии он отрезал себе руку, которой совершил убийство.
Дебил, короче. Интересно. Не похоже на Детлофа. Ты видел что-то еще? Я видел момент, когда Делакруа бескорыстно поддержал Детлофа. И, похоже, это было началом их дружбы. Что тебя смущает? В этом не было ничего особенного. Обычная жизнь. А видения должны быть связаны с сильными эмоциями. Видимо, у Детлофа этот эпизод вызвал Давай, именно Владимир, такие спокойной эмоции. ночи. К тому же позже он убил Делакруа. Убийство кого-то, кому мы симпатизируем, не обходится без эмоций. Ни у кого, даже у вампиров. Здрасте, Михаил. Ты видел что-нибудь еще? Будка чистильщика обуви появлялась в Да-да, видении Александр, дважды. да-да. Детлоф познакомился там с Делакруа и вернулся на то же место после убийства. Интересно. Будка, кажется, где-то в портовой части города, а сам чистильщик вроде бы знает Детлофа. А это еще интереснее. Может, стоит поговорить с этим юношей? Хотя я бы не ожидал откровений. Других зацепок нет. Схожу, поговорю. Ты со мной? Если позволишь, я присоединюсь позже. Я пока не готов выходить. Понятно. Отдыхай. Если что-то узнаю, сразу вернусь. Hello, Sahendra. Glad to see you, my friend. You've changed your nickname again. Так, короче, все хорошо, но денег-то нам не дают. О, винишка. Где бы бабла бы взять? Рецепт зелья регенерации. Ого, это может пригодиться. Так, ладно. Пошли на выход. Так, ну что? Отыскать чистильщик обуви, который появлялся в видении. Может, какой-нибудь все-таки квест сделаем? Блин. Ладно. Уж больно тут интересно этот самый... Интересный главный квест. А у моей мамы вот такой большой животик. Помнишь меня? Я тебя Поймали мы тебя, засранец! Да чего Багет вам тоже надо? пили вино. Солнце ли, дождь ли, а тут всегда грязь. Старый И ясно панфиль. теперь почему. Ты помой перед Скачаешь мастерской льешь, мы сами интоксикацию? не Нет, а я же не Да вам качаюсь в показалось. интоксикацию. Ну и как Ну ты и это проще объяснишь? нафармить, выполняя квесты Неважно, всякие. льет или типа, солнце печет всю неделю. не основной а квест, тут а всегда какие-то грязи по сайт-квесты. щиколотку. А я тут при чем? Погода у нас в Баклере такие. Я тебе дам погоды. Это ты каждое утро помои выливаешь. Здесь и перед нашей мастерской. А люди себе обувку пачкают и к тебе чиститься приходят. Любезный, это ж заговор какой-то получается. Сейчас Хороший я тебе мальчик. жопу ремнем заговорю. А ну пойди сюда. Оставьте его. А ты кто такой? Хер в маске. Отец, не ваше дело. Элики выпиты по максимуму. Это я просто тут воевал, видишь? Надо было победить злую штучку. Так, кто я? Люк, я твой отец. Его отец. И не позволю вам его трогать. Брехня. Знал я его папашку. Прощелыга был и обманщик, как и этот. Я его научу манерам. Хватит Облом. гадить у мастерской. Только чтоб башмаки людям перепачкать. Отодвинься, мужик. Так не пойдет. Тогда милости просим. Можем и тебе по случаю люлей выписать. Это ты зря. Ноги тебе переломаю. Обходи, обходи! Приблуда. Будешь знать, как пройдохам помогать. Да у тебя же маска, ты должен быть прочный. Кровь, кровь! Черт!
Ебальник ему набили, короче. Что это значит? Что тут за драка? Кто зачинщик? Я выслеживаю бестию по поручению княгини. А, да. Что-то слышал такое. А эти здесь кто такие? Нажалуемся на них. Желев, привет. Они мешали следствию. Понимаю. Но ничего, посидят пару недель в каталажке. Сразу расхочется против княгини выступать. Идем. Дебилы. Блин, что они сделали, короче? Почему теперь как-то таланты поменялись? Умеете махать лапами. Работу часом не ищете? У нас был бы хороший дуэт. Да, как ты себе это представляешь? Да приотличнейше. Я бы своим делом занимался, а вы стояли бы на страже. Ну и потом, вы сильнее меня, так что с утра носили бы помои, помогали бы грязь развозить. Значит, правы были мужики, которые хотели тебе люлей прописать. Жить-то как-то надо. Хороший Ну, мальчик. Так что, по рукам, уважаемый? Я подумаю. А, Интересует меня один человек. Сейчас. До разговоров милости просим на креслице. У меня чистая обувь. В этом городе ни у кого нет чистой обуви. Разве что кто-то только что вышел от меня. Прошу. Может, ему вампир помогал? О, у меня и шпоры есть, кстати. О каком вы хотели спросить? Об одном твоем клиенте. Высокий, в хорошем черном сюртуке, не местный. Чужеземец? Что-то припоминаю. Скромная сумма могла бы освежить мне Красавчик просто. Сколько? память. Ну, скажем, 500 крон. 500 крон. Чего? Да ты с ума сошел. На что тебе столько денег? На расширение Я бизнеса. вот дело хочу расширить. Понимаете? Будку хочу с большой вывеской. И новый ящик, ваксу, щетки. А если денег хватит, еще в прачечную вложусь. Тогда за грязную воду платить не придется. Я вижу, ты уже все спланировал. Хороший А как мальчик. же? Теперь осталось только денег найти. Не стану я вкладываться в твои темные делишки. Расскажешь мне, что знаешь, за даром. Да Не разумеется. на того напал. Как вам будет угодно. Дядьку, которого вы ищете, я знаю. А вот как зовут, нет. Но он раз в пару дней заходит. Он всегда добрый, платит больше нужного. Знаешь, где его найти? Нет, но вы погуляйте тут. Вдруг он появится. У меня нет на это времени. Ты точно не знаешь, где его искать? Может, помнишь, откуда он приходит? Я когда обувку чищу, по сторонам не пялюсь. Кто куда идет, не смотрю. Ты какой? Я смотрю, у вас дела не очень. А вот и ты. Тебе лучше? Да, благодарю. Воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен. Ну, Алекс Финстер не на Позволь, того я ведьмака задам он напал, знаешь ли. Видишь эту бутылочку, мальчик? Стоит добавить одну каплю в ваксу, и даже самый грязный башмак будет сиять, как купол собора Святого Лебеды. С ней ты без труда будешь чистить в 3 раза больше башмаков и получать больше денег. Получать-таки больше денег. Если скажешь... Регис, живет короче, человек, тоже старый которого еврей, ты походу. Ну, а вы ему ничего плохого не сделаете? Он, может, странный немного, но добрый. Нет же, это наш приятель. Но у нас с ним вышла размолвка, и мы хотели бы с ним... Здравствуйте, господин комедиант. Я ему ботинки оставляю Я у одного экономный. дома в порту. У такого, с красной дверью. Но не знаю, там он живет или нет. Проверим. Может, найдем что-нибудь. Так, может, прежде чем вы пойдете, я позабочусь о ваших ножках? При всем уважении, обувка у вас могла быть и почище. Мальчик Спасибо. прям соображалистый. Другой раз.
Прям хорош пацан. Ну, пойдем. А ты неплохо справился с этим малым. С детьми главное найти правильный подход. Ну, Давайте-ка мы попьем, что ли? сходишь подобрать правильную взятку. Долбаная сучка, Ретта. В Ведьмаке кораблей полно. Дофига. Так, а куда мы идем-то, я не пойму. Пройти с Регисом по городу. Ну, идем. Давай, Регис, давай. Давай, Регис, двигайся. Красная дверь. Это о ней говорил Чистич. Логово бестии. Ну, пойдем посмотрим, что там. Вороны не к добру тут сидят. Коняшка. Даже не шелохнулась. Придется выломать. Умоляю, прояви немного такта. С тем же успехом ты мог бы стоять на улице, лупить в бубен и кричать: «Детлов, я иду за тобой». А ничего, что он вообще что ты вампир на предлагаешь? улице стоит? Дай мне минуту. На солнышке. Угу. Ловко. Ты не думал стать взломщиком? С такими-то способностями. Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем. Так, надо посмотреть насчет комплекта и маски. Что-то маска меня бесит. Какой-то я в ней стрёмный. Любитель детских игрушек? Серьезно? Обалдеть. Он здесь? Ты чувствуешь его? Он здесь? Нет, его нет. Но он точно здесь был, запах все еще силен. Где-то я видел, кстати. Давай осмотримся. Не, понятное дело, что вампиры другие. Где-то я видел эти детские игрушечки. Так, она же все равно будет работать, да? Ну да. Тебя тянет называться отцом, в ней побочный эффект. Возможно. Ну, розовая паутина, они же эти, понимаешь, они же вампиры, они распространяют розовую паутину. У меня другой вопрос, куда мне дальше качаться, если у меня и так уже все хорошо? У меня ведь все хорошо. Что это? Ну, рионетку, положим, я и не использую. Да, можно, конечно, вкладываться в... А еще, кстати, можно в алхимию. Качаться. Отравленные клинки. О. Вот это забавно. Я не то чтобы сильно пользуюсь этим. Однако... Роман Романович, так это и есть вампирские доспехи? Не поверишь? Это и есть самые настоящие вампирские доспехи. А вот это я могу взять? Мне понравилось это умение. Выглядит неплохо. Так, разрыв, раскол брони. Так, ну из арбалетов, положим, я сильно-то и не стреляю. Черт. Ладно, потом разберемся. Старая игрушка никому уже не пригодится. Жаль, кто-то и раньше радовался. Нет, этих кукол не по себе. Да, кукол тут прям много. Игрушку недавно чинили. Так, окей.
что это за... Это вот цвет на полу. Уведомление о выселении. Ага. Алерик де Самп. Видать, чужой домик. Письмо лавочнику. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Так. Ни хрена не видно. Ремонт. Еще игрушка. Забавная безделушка. Так, а это что, шкаф? А, нет, это куда-то дальше надо пойти. Я так понимаю, ой, там Пойдем на чердак. Бесплатный шкаф. Ну, пойдемте на чердак. Любопытно. О. Значит, это его гнездышко. Нужно Здравствуйте, осмотреться. Алексей Андреевич, здравствуйте. Портрет женщины. Какой-то смазанный. Это его девушка? Не знаю. Кого-то она мне напоминает. Кого? Не знаю, но у меня впечатление, будто я ее раньше встречал. Не знаю. Вроде бы нет. Так, это еще игрушки. Подозрительное письмо. Детлов Вандер Эретайн, ты не знаешь нас, но мы знаем тебя. Мы знаем, что ты вампир. Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Ренавет. Мы заточим ее в подземелье, кишащим крысами. Мы сдерем с нее кожу. Или ты можешь ее спасти. Для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей 5 человек. На каждое убийство у тебя есть 3 дня. Если не успеешь, вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной. Пальчик. Видишь? Это лучшее Роман Романович, доказательство так того, это что ж Детлов практически убивает не есть по собственной детектив. воле. Кто-то его шантажирует. Есть мысли, кто это может быть? У Детлофа есть враги? У Детлофа бывают враги, но они долго не живут. Может, кто-то сумел сбежать? Возможно, но я ни о ком таком не знаю. И если такой существует, он чрезвычайно опасен. Впрочем, сам знаешь, ты же сражался с Детлофом. Думаю, это кто-то новый. Кто такая Ренавет? Его давняя любовь. Единственная людская женщина, с которой он был близок. Она приняла его, и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливом для нас мире. Это она начала дело, которое я стараюсь продолжать. Ты встречался с ней? Не совсем вампирский, есть такие же красные, пошел по квесту со Она ушла скрытым. от него до того, как Детлоф Что не за спас. скрытый? Хотя он всегда утверждал, что она пропала. Почему он так думал? Она оставила какие-то следы? Никаких следов не было. Вместе с ней исчезли все ее вещи, что опровергает тезис о том, что она была похищена. По моему скромному разумению, в один прекрасный день Детлоф взбесился. Она увидела иное его обличие, которое ее потрясло, и тогда она ушла. Детлоф не может примириться с тем, что она его бросила? Думаешь, это невозможно? Скрытый это мега-вампир? Разве ты не знаешь людей, которые не сумели с этим Интересно. справиться? А Детлоф гораздо эмоциональнее людей. Квест между Она мирами. была для него не просто любовь. А я его делал или она что? стала членом его стаи. А стаю по собственной воле не покидают. Между мирами. Это где они... Где мы ходили по разным мирам, что ли? Пытались найти... Что-то мы Если там она пытались была для найти, я него уже так не важна, помню, что. почему он не искал ее? У вас, вампиров, есть свои А, способы. Думаю, для него типа, это если бы сущий я пустяк. не стал делать Геральт, эликсир. как ты верно Понятно, заметил, понятно. мы вампиры, а не чудотворцы. Он искал ее, ясное дело, много месяцев искал, но в конце концов сдался. А вот Ренавет, скорее всего, узнала его достаточно. Я же не могу уже тот чтобы квест пройти, да? Даже если тогда Ренавет от него ушла, то в этот раз ее и правда кто-то похитил. Трудно с этим не согласиться.
Еще труднее предвидеть, на что он пойдет, чтобы ее вернуть. Убивать он определенно готов. Ради Йеннифер ты бы сделал то же самое. Он убивает, потому что она для него важна, а эта кровь, эти люди не имеют для него значения. Кажется, понимаю. Он спасает девушку из своей стаи. Именно. Ладно, мы знаем, что его шантажируют, но по-прежнему не представляем, кто. Надо тут еще немного осмотреться. Так, ладно. Обыскать. Иногда я думаю, что окончу жизнь, как такая вот игрушка. Я как его раскорячила. А там что? А, записки с именами жертв. Ха. Смотри, карточки с фамилиями. Граф Криспи, граф Дюлак, Мильтон де Пейрак-Пейран, граф де Лакруа. Это жертвы Детлофа. Только это не его почерк. Это присылает тот, кто написал письмо. Все они написаны одними чернилами. Остался одна. Видишь цвет? Здесь краситель киноварь. Редкий минерал. Встречается только... В Назаире. Но это немногое нам дает. Привести чернила мог кто угодно. Верно. Но, возможно, стоит это запомнить. Смотри, тут пятно. От вина. Ничего необычного. Особенно в Баклере. Может быть. Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить. Очень мне интересно, что это за шантажист. Ты о чем? Дружище, некто похитил возлюбленную вампира, вынудил его убивать, хотя, как ты сам утверждаешь, он не убийца. Этот шантажист — настоящий мастер. Никто попало. Ты прав. И теперь я начинаю думать, а что если... Что если это один из вас? Вампир? Именно. Как все запутанно. Это просто гипотеза. Не стоит к ней привязываться, пока не узнаем больше. Верно. Подведем итог, что у нас есть. Кто-то шантажирует Детлофа и присылает ему листки с именами очередных жертв. Имена написаны одними и теми же назаирскими чернилами. Не его рукой. Немного. Достаточно, чтобы признать Детлофа невиновным. Ну, не такой уж он и невиновный, я бы сказал. Я бы так не сказал. И сомневаюсь, что княгиня с этим согласится. Я уверен, ты сможешь ее убедить. И потом... Что потом? Ну не стесняйся, не стесняйся. Я же вижу, что ты готов меня втянуть в какую-то историю. Может, это довольно смелый план, но... Если бы мы нашли Реновет, мы бы лишили шантажистов их козырной карты. Вся эта идея... Может, стоит попробовать, но... Что с Детлофом? Я буду искать его девушку, а он убьет очередную жертву? Не убьет. Я сумею его удержать. Я объясню, что ты друг и помогаешь нам. Я подожду здесь. Должен же он появиться. И он послушает? Да. Может, мне подождать с тобой? Нет. Он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить. Поверь мне, лучше я останусь тут один. Ладно, а я тем временем поговорю с княгиней. В таком случае мы будем ждать тебя здесь. Оба. Экшон? Так был экшон уже. Потому что эта игра не про экшон, это игра про разгадывание загадок. Так, ну что? Мамочка говорит, что если кто очень злой, то очень-очень злой. Ладно, докладываем то у него княгине и вместе все. сердца. У нас на сегодня заканчивается наш ведьмак. Где ж мой старик? Здрасте, дети хоронят коня. Давненько вы не хоронили никого у нас здесь. Хотя, понимаю, Регис, ведьмак. Самое время кого-нибудь похоронить, верно? Давай, папа. Погнали. У меня в ребрах. Любимец сиятельной книги. Ты. Эх, сука.
Игра про харизматичные диалоги. Да. Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! Ведьмаку заплатите Тебе здесь нравится? чеканной монетой. Пока вино, жизнь кончится. Бывает завтра уж, зато смерть не Ну, все. Извините, я застрял. А кто нищим не поможет, того бестия сожрет. Развлечение без любви, как вино без Ну, вина. ССО приехал, ничего себе. Ну, я рад, что ты приехал. Это хорошо. Зачем павлина в бочку запихал? Это какая-то бестия Обогати. с хвостиком, с перышком. Не знаю. Я не помню, от кого это осталось. Сапоги бы хоть Может, почистил. сапоги я почистил. Не надо на меня гнать. Это трофей Голиафа, между прочим. Ну, все. Да и хуй с ним совсем! Да и хуй с ним совсем. Поддерживаю. Да там, Александр, золота-то мало. Да, башка первого великана. Там 5%. А кто бестию увидит, пусть явится к командиру! Кто бестию увидит, тот уже никуда не явится. Инфа сотка. Кабадык. Ну хорошо. Надо слезть с коня. Почему у меня нет плаща? Да здравствует княгиня Анна Генрих! Ваша милость. Не говори, Алексфинстер, вообще. А вот и княгиня. Прибыл Геральт из Ривии, мастер-ведьмак. А я не ошибся. Ты приехал, и сразу начались неприятности. Ебать, ты Отойди, у специалист. меня дело к княгине. Ну, наконец-то, ведьмак. А то мы уже теряем разум. Ты настиг убийцу Мильтона? Дело гораздо сложнее, чем нам казалось. Бестия. Я не сумел ее убить. Мы посылаем тебя за чудовищем, а ты возвращаешься ни с чем? Ты очень нас разочаровал. Все не так просто. Бестия — могущественный вампир. Это проблема для ведьмака? Каждый знает, что делать, чтобы одолеть вампира. Вымани его на солнечное место, или повесь на него чеснок, и вбей в сердце осиновый кол. С вампирами не сражаются чесноком. Солнце и коли тоже не причиняют им вреда. Такие методы помогают только в легендах. А крушина? Бабушка Адемарта учила нас, что вампиров отгоняет крушина. Лучше всего серебряный меч, но даже он — только вспомогательное средство. Высшего вампира может убить только другой вампир. Интересно. Отговорки. Ваша милость, я сейчас же соберу людей, и мы разом все закончим. Пусть только ведьмак скажет нам, где чудовище. Смелей. Пошли их на верную смерть. Для одного ведьмака это может и смерть. А для 40 латников очередная битва. Да что ты. 40, 50, хотя бы 100. Для него не будет никакой разницы. Ты не видел моих гвардейцев в деле? Они умеют сражаться с туманом. Поразят цель, летящую быстрее ветра. Как? Что за существо способно на такое?
Такие, как он, зовутся высшими вампирами. Каждый из них в чем-то особенный. Можно даже сказать, исключительный. Некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей, другие повелевают животными. Это всего лишь безмозглые бестии. Ты ошибаешься. Низшими вампирами, такими как Альп или Экима, управляет инстинкт. Они бросаются на все, в чем почувствуют кровь. А высшие вампиры руководствуются разумом. Мозг. Чудовище, которое руководствуется разумом. Интересно. И что ты с ним намерен делать? Это не просто чудовище, это могущественное существо, которое живет на этом свете сотни лет. Невозможно. Если они такие могущественные, отчего они нас не завоевали? Они неохотно вмешиваются в наши дела и обычно держатся в стороне. Люди их мало интересуют. Они не боятся, что в один прекрасный день мы вырежем их под корень? Такое намерение они сочли бы скорее забавным. Они вполне осознают свои силы. Ну и что же мы можем сделать? У тебя есть план? Лучший способ поговорить с ним. Я больше не могу. Ее сиятельство призывает ведьмака, чтобы он убил чудовище. А у него зуб золотой, между прочим. Я знаю, что делаю. Его возлюбленную похитили, его шантажируют. Шантажируют? Будь любезен, объясни нам, как можно шантажировать вампира? У высших вампиров есть нечто общее с людьми. Ими управляют не инстинкты, а эмоции. Эти создания не только очень умны. Они проявляют эмоциональную вовлеченность. Даже любят. Этот влюбился в обычную женщину и сделает все, чтобы ей не причинили вреда. Ты хочешь отпустить убийцу Мильтона с миром? Или снова ждать, пока он кого-нибудь убьет? Надо его как можно скорее обезвредить. Это моя главная цель – предотвратить новые нападения. Вампир только часть проблемы. Шантажист виноват не меньше его. Это он похитил девушку и отдает приказы вампиру. Надо побриться. И что ты предлагаешь делать? Найти шантажиста и освободить возлюбленную вампира. Тебя наняли покончить с ним, а не помогать ему. Главное, чтобы никто больше не умер. Если девушка будет в безопасности, ему не придется убивать. Если подумать, может быть, ты и прав. Ты знаешь что-нибудь об этом шантажисте? Единственный след — несколько листков. На них шантажист писал для вампира имена следующих жертв. Короче, мне кажется, этот, небось, этот... Хотя нет, туповат, наверное. Улика. Ты даже не Рыцарь подозреваешь, туповат. как сильно ты ошибаешься. Послать за княжеским сомелье. Ну же! Нет, это Вино точно в не этот. Тусенте — это святыня. Тут не бывает просто винных пятен. Есть пятна от Эстеста, пятна от Эрвилюса, пятна от Фьорано. Ваша милость вызывали? Ведьмак, покажи ему листки. Бенуа, распознаешь, от какого вина это пятно? Так. Скорее всего, западный берег Сансритура. Дозревало в бочке из баклерского дуба. Цвет бургундский, чистый. Все просто. Это Сангриаль 1269 года. Ебать. Это Мне кажется, он придумал это из башки совершенно просто. невозможно. Это вино производит винодельня Кастель Равелло. Исключительно для княжеского стола. Таки да. Может, Сангриаль украли? Мы должны поехать на винодельню и все проверить. Сангриаль? Не слышал о таком. И не пил, скорее всего.
Как я сказала, оно предназначено исключительно для княжеской семьи. Ути-пути. Но как-то оно оказалось на этих листках. Разве что сомелье вашей милости ошибся. В вопросах вина Бенуа ошибиться не может. Если он говорит, что это Сангриаль, это Сангриаль. Мы должны поехать в Кастель-Равелло и узнать, что случилось. Ваша милость желает ехать со мной? Это исключено. Но ты же не думаешь, что мы будем сидеть здесь сложа руки, когда наше княжество в опасности? Интересно, Ваша он ей милость. вдует или нет всё-таки? Это слишком опасно. Пусть ведьмак едет один. Рада, что вы наконец-то согласились между собой хоть в чем-то. Но я уже все решила. Мы поедем, и нас будет сопровождать лучший эскорт. Ты. Да-да-да, Алекс Я. Финстер. Мы отправимся инкогнито. Мы не желаем, чтобы двор распускал Сука, мы с сплетни. этим железным дровосеком поедем? На Серьезно? время этого предприятия я Да, также да, освобождаю комедиант, вас ну. от ограничений дворцового этикета. Говоря кратко, с этой минуты мы на «ты». Так точно, ваша милость. Ведьмак, ты готов? Пойдем. А денег заплатят? Да, готов. Прекрасно. Подождите меня минутку, я только надену что-нибудь более подходящее. И мы сразу отправимся. Ути-пути. Так, ладно, давайте еще немножко посмотрим. И все. Новый квест третий лишний. Да. А ничего, она такая, да, на лошадке-то. Этот вампир. Ты когда-нибудь уже встречался с такими? Не убил. А ты слышал, чтобы кто-нибудь победил такого вампира? Одному человеку удалось его победить, но не убить. Убить вампира может только другой вампир. Врагов, привет. Да, Нага, она не говорит, да, 2 часа просто пролетела, пипец. Не, игрушка, конечно, офигенная. Пантеры напали на карету! Нужно помочь этим людям! Ваша милость, держитесь сами. Мы займемся. Отдохни. На помощь! Какие пантеры? Откуда они взяли здесь пантер? Серьезно, пантера. Иди, бестия! Вон! Бля, откуда они взяли пантер? Помогите! Реально пантеры. Иди, бестия! На помощь! Помогите! Чё ты орёшь-то, господи? Если бы Им не очень вы, повезло, что нас мы бы оказались уже не поблизости. было. Спасибо. Вы спасли нам жизнь. Не вопрос. Здравствуй, ведьмак. Ну, здравствуй. Добрый день, Геральт. В смысле, добрый день. Дальше поехали, что ли? А тут ни с кем не надо поговорить? Они нам денег не дадут? Мечом ее! На! Угу, понял. Ну ладно. А где этот дуболом-то? Расскажи мне побольше об этой винодельне, Кастель-Равелло. Она лучшая во всем Тусенте. Ею управляет старый мастер-винодел. Факелом вижу плохо. Ты ему Темно. доверяешь? Он занимает эту должность многие годы. До сих пор с ним не было никаких хлопот. Как ты думаешь, откуда пятно Сангриаля на этой записке? Кто-то с винодельни шантажирует вампира? Может быть. Возможно, это кто-то из слуг. Или управляющий. Или вино просто украли. Выясним все на месте. Уже недалеко. Все в Здорово, порядке. Дейв, привет.
Добрый день ночью. Капитан де Латур, мы не ждали никого из столицы. Как там дела при дворе? Ты же слышал о бестии из Баклера. Так что у нас полно работы. Особенно учитывая, что в последний раз она напала во дворцовых садах. Ну, я надеюсь, с ее сиятельством ничего не случилось? Как мило, что ты спрашиваешь, мастер Фабрицио. Ваша милость! Нас не предупредили. Я сейчас же велю приготовить гостевой зал. Это не обязательно. Как видишь, мы прибыли не с Да, ничего официальным такая визитом. графиня. Фу, Разумеется. там принцесса. Могу ли я спросить, что в таком Короче, случае нормальная привело вас такая в Кастель-Равелла? дама. Мы приехали задать тебе несколько вопросов. В этих краях следует представиться, прежде чем задавать вопросы. Это Геральт из Ривии, ведьмак, который приехал в Туссент по моему личному приглашению. Танки завтра, да. Это значит... Это значит, что мы желаем, чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением. Трахнет он ее или нет, скажите. Разумеется, ваша милость. Ну, интересно же. Слышал, ведьмак? Фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы. Мы хотим поговорить о Сангриале. К вашим услугам. Кто отвозит Ну, бочки с не вином во графиня, дворец? кто там. У нас собственный гарнизон. Графиня, Солдаты служат графинчик. здесь много лет и отвечают за это вино головой. Не похоже. Много людей на винодельне имеет доступ к Сангриалю. Можно сказать, только я. Но ведь сам ты вина не делаешь. Здесь работает человек 20, не меньше. Видно, не знаешь, как рождается вино. Виноград проходит долгий путь, прежде чем стать сангриалем. Помощники работают с вином только до ферментации. Мацерацию я провожу лично и никого к чану с вином не допускаю. Мне также помогают при переливании вина в бочки. Но те, в которых созревает сангриаль, я запечатываю лично, каждую. Затем вино должно отлежать свое в погребе, получить букет. И только тогда оно станет сангриалем. Ключ же от погреба есть только у меня. Вижу, с расспросами мы далеко не продвинемся. Мы только теряем время. Ох, какой Ваша милость. вид, боже. Как прикажете это понимать? Боже. Мастер Фабрицио, у нас есть доказательства, что кто-то чужой раздобыл сангриаль. А это означает, что есть две возможности. Или ты лжешь мне здесь прямо в глаза, или ты идиот, и у тебя украли вино, а ты даже не понял. В обоих случаях ты ответишь за это. Но... Молчи и слушай. Я лично осмотрю бочки, а у тебя будет время подумать. Когда я вернусь, я буду ждать ответа. Да нет, она прям со всех сторон хороша. Напомни мне, где хранится сангриаль? В главном погребе, тут сразу же за углом. Я сейчас покажу. Я найду, а ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь. Разумеется, ваша милость. Вот он. Пойдем, ведьмак. Ну, пойдем. Там доска с Мы тут объявами. немного подождем, мастер Фабрицио. Так. Иду. Иду, а рыцари прекрасной даме. Блин, сколько тут заданий, пипец. А что если сам Фабрицио шантажирует вампира? Об этом ты не думала? Он У него туповат для есть этого. свои недостатки, но он бы никогда не отважился на подобное. Он очень верен и обязан мне всем, что у него есть. Его Дик, отец Настя, прогулял сестра, родовую что он меня там линию. будет выковыривать? Единственное, что он оставил сыну, это свои исключительные знания о вине. Фабрицио жил в нищете, Ну, баба, да, такая, пока я не ничего. назначила его управляющим Кастель-Равелло. Только тогда он встал на ноги. Ничего, такая баба. Надо фонарик включить.
И сапожки у нее прям норм. Нет, мне это даже больше, чем Йеннифер нравится. Прям такая огонь женщина. Так с чего начнем? Проверим, сходится ли количество бочек. Вот инвентарная книга. Так. Где вот? А, вот. Ага, дневник винификации. Ферментация завершена без проблем. Выпадение осадка. О, опять Есть. это. Розлив в бочке. Фиолетовая паутина. Вроде все сходится. Документация велась очень Может, старательно. тут просто какие-то фиолетовые пауки? Зайдем с другого конца. Бенуа говорил, что это пятнышко от вина 1269 года. Найдем его. Нет, ну вас реально не смущает фиолетовая паутина? Или это, сука, нормально? Чувствую, мы непременно что-то найдем. О, вот это же мне нужен, да? Эрвелюс, мне нравится. Отличное сухое. Прекрасное вино. У тебя хороший вкус. А, на мне это надо. Это что за деревянный молоток? А, ну им забивают. Настя сестра, да, конечно. Эстес, это тоже пожалуй, не все тот. слышали об этом вине. Это лучшее вино в мире. Кастель Равелло им славится. Помина как Здесь хранится помина. Йорану. Фьерано. Лютик от него без ума. Да. У него очень изысканный вкус. У Лютика или у вина? А тут на втором этаже еще есть. Сангриаль, но не тот. Сангриаль, год 1270. Не тот год. Ищем дальше. Гламурный баг, думаешь? А может нет? Может, ну типа здесь побывал этот вампир какой-нибудь, поэтому паутина тут такая. Надо почитать, конечно, может быть. О! Нашел. Вот он, 1269 год. Возбужденные Что теперь? вампиры. Проверим, нет ли пустых бочек. Ты хочешь их открывать? Достаточно их простучать. Если какая-нибудь сдаст глухой звук, А у всё и меня так есть станет молоточек. О, Полная. ясно. Полное. с петушком. Полная. Так. Ну, давай. Стучи. Чувствую, мы непременно что-то найдем. Так, а чё не стучит? Полная. Ну, давай. И это полная. Да чё, Дейв, нормально. Полная. Так, хорошо. Эти все полные. Похоже, что все бочки полные. Это нас ни к чему не приведет. Полный? Если так, вопрос Сангриаль ли в них? Бери шпунт, молоток, будем открывать и пробовать. Можем начинать. Готово. Отойди. Так. Сейчас она набухается, короче. И как? Я везде узнаю этот вкус. Так, хорошо. Вот это хорошее. Точно, она сейчас, короче, набухается и все. И она наша. Ну давай, проверяй. Я тебя там вогнал. Шпунт. Давай, проверяй. Бонасера, Итакс, бонасера. Оп. Дрянь! Кислятина! Ну, мимо льет, прикинь. Может, испортилась в процессе созревания? Пьянь. Невозможно! Это не вино. Это какие-то помои.
Они не должны были попасть в бочку. Угу. Наверняка это произошло не случайно. Подменили, блядь. Посмотрим, что Фабрицио скажет по этому поводу. А можно с ней где-нибудь уединиться, поговорить о вине там, не знаю. Тац. Мастер Фабрицио, я очень в тебе разочарована. Но ведь, Ай-яй-яй. ваша милость, я... Ты в шаге от эшафота. Говори правду, и, возможно, сохранишь жизнь. Угу. Признаюсь, я продал бочку Сангриаля. Ой-ой-ой-ой-ой. Простите. Ой-ой-ой. Зачем ты это сделал? не устоял. Так много предлагали, я дал себя уговорить. Ты мало Ай-тя-тя-тя. получаешь от меня? Я хотел выкупить родовое имение. Тут моего ничего нет. У меня есть крыша над головой, есть пропитание. Ну, что же за дворянин без собственной земли? Я все скажу, только помилосердствуйте. Кому ты продал вино? Несколько Дебил. недель назад в Фазанерии ко мне Опять прицепился Фазанерия. богатый дворянин. Он рассказывал, что служит дипломатом, что у него связи при дворе. Предложил провернуть дело. Несколько его клиентов обещали заоблачные суммы даже за капельку сангриаля. Он был посредником. Как он представился? Имени он не называл. Высокий, черноволосый, говорил с акцентом. Утверждал, что родом из Цинтры. При дворе нет центрийских дворян. Нильфгард? Ты правда думал, что никто не узнает? Я был глуп, очень глуп. Умоляю, ваша милость, простите меня. Ну расскажи, как ты передавал вино. Мы встретились под покровом ночи на руинах крепости Астре. Да-да, С коррупция, ним ну. пришло человек 20, все вооруженные, а с виду серьезные. Я им привез одну бочку. Они переложили ее на свою телегу, и мы разошлись в разные стороны. И все? Больше ты их не видел? Они несколько дней назад они прислали вестника. Сказали, нужна еще бочка вина. И я уже ее приготовил. О. Собирался отправить. Коррупционер, сука. Этого хватит. Я уже знаю все, что нужно. Ваша милость, я молю вас о прощении. Повесит его. Прочь с глаз моих. Это Капитан, третья часть, Пусть твои второе люди дополнение. сопроводят Фабрицио в подземелье. Он должен ответить за государственную измену. Что теперь, ведьмак? Пойдем Ловушку бочку им возить. устроим. Этот центрийский дворянин может оказаться шантажистом. Я поеду со следующей бочкой, а Дамьен с солдатами будут меня прикрывать. Согласен с тобой. Так и сделаем. Дай знать, когда будешь готов. Так, все, господа, хорош на сегодня, Дай а мне то я минуту. тут засижусь до Поспеши. утра, короче. Мы ждем только тебя. Игра, конечно, шикарная, пипец. Так, ладно, завтра у нас в 3 часа по Москве Без вашей Тапков. милости мы бы так далеко не продвинулись. А вечером, Самое важное еще впереди. у нас танки. Вот такие дела. Все, пацаны, люблю, целую, спасибо за компанию, будем продолжать. Медянтик, ты красавчик. Спасибо тебе за это удовольствие. В общем, пацаны, всем давайте до новых встреч и пока.